Друзья, дорогие зрители, постоянные и новые, я рада вас видеть снова на моем канале в это трудное время. Успокаивающие благовония для вас и для меня, конечно, неизвестно для кого больше. У нас гадание на апрель, да-да, весна продолжается. Прежде всего, я вам всем желаю счастливого, успешного, ну или хотя бы спокойного апреля. Я очень рассчитываю на то, что апрель будет лучше марта, по крайней мере, не хуже. С астрологической точки зрения, чем интересен наступающий апрель 2022 года? В одном месяце два новолуния, представляете, дважды Луна родится в апреле, 1 и 30 числа. Причем 30 апреля новолуние к нам придет вместе с частным солнечным затмением. Ну, знаете, бывает такое солнечное затмение. Это когда Луна становится на одну ось с Солнцем по отношению к Земле и закрывает от нас Солнце совсем ненадолго, частично или полностью. Вот это частное солнечное затмение 30 апреля случится у нас на оси Телец-Скорпион. А это в зодиаке ось денежная. Поэтому основные перемены конца апреля коснутся для нас именно области финансов. Что-то поменяют в наших деньгах, наших доходах и расходах, хотя, казалось бы, куда уж больше. Гадание на апрель. У меня новые карты. Они называются карты Таро оппозиций. Интересны они тем, что здесь заявлены как прямое значение карты, положительное, ну, например, для некоторых карт отрицательное, так и перевернутое значение карты здесь тоже есть. Поэтому, если подходить педантично, критически к рассмотрению каждой карты, то можно увидеть и хорошее, и плохое, о чем она рассказывает и что она вам обещает. У меня гадание для рака, конечно, на апрель 2022 года. Пожалуйста, позадавайте картам ваши вопросы о себе лично, о своей жизни, пока я их вот так вот тщательно для вас перемешиваю. Таким образом, если вы правильно, добросовестно зададите картам вопросы, гадание перестанет быть общим и станет личным, персональным, приватным. Карта ответит на ваши вопросы. Попробуйте. Эта техника всегда работает. О чем вы можете спрашивать карты? О чем угодно, но в основном, конечно, мы задаем вопросы очень популярные, о том, что интересно всем. Про работу, деньги, любовь и про семью. И в начале первая часть гадания – это рак и работа. 3 карты вам на работу, приготовьтесь. Раз, два и 3. Ну что ж, замечательная, победная троица вам выпадает. Туз мечей, 4 жезлов и карта колесница. Туз мечей скорый, торопящая карта. 4 жезлов удачливая и карта колесница победоносная. Туз мечей описывает раку возможность, шанс, как и любой туз. То есть у вас появляется шанс как-то преобразовать свою профессиональную жизнь или жизнь в бизнесе, преобразовать свой бизнес. Это и начало бизнеса, то есть возможность открыть свой бизнес. Это и возможность выйти на новую работу, найти новую работу. Возможность как-то очень эффективно выполнить проект на текущей работе. Возможность. С одной лишь оговоркой. Одно «но» здесь есть. Туз мечей любит и приветствует только смелых и резких.
Новость. Новость такая хорошая для вас, какая-то плодотворная, выразительная новость приходит, и ее нужно очень быстро обработать, оценить и очень быстро согласиться. Туз мечей любят людей, которые всегда говорят «да». Всегда говорят «да». Это тот случай, когда нет времени на раздумье. Если предлагают новую работу, надо очень быстро согласиться и молниеносно прямо на завтра выйти, выскочить туда. Если начальство спрашивает: возьмешь вот эту должность, например, или этот проект, вообще не будет времени порачить, пятиться назад, что-то опять же порачить, долго-долго считывать, там обдумывать. Только скорость. Вот эта карта про скорость. Чем вы будете скорее, чем будете более готовы к риску, вот, тем лучше сложится работа, профессиональная деятельность. То есть отбросьте ваше привычное там недоверие, может быть. Четверка жезлов рядом говорит о везении. И о везении во многом случайном, незаслуженное везение. Вот по четверке жезлов люди быстро богатеют. Ну, знаете, отхватите вдруг случайно какую-то денежную престижную работу, это же, в общем, равнозначно, да, равноценно тому, чтобы разбогатеть. Четверка жезлов, ее называют иногда малое колесо фортуны, но смысл сравнительно похожий. То есть она тоже обещает какое-то движение колесика судьбы в вашу сторону, в вашу пользу. Повезет в работе, в бизнесе, может быть, повезет даже неоднократно, несколько раз. Кроме того, четверка жезлов описывает, имеет связь с дорогами. Это все-таки, ну, колесо фортуны, да, все равно это какое-то колесо. Вот. Поэтому развеселую дорогу она описывает. Например, командировка какая-то прибыльная, такая завидная, на которую вы давно просились, но только в апреле она для вас случилась, как бы и состоялась. А еще четверка жезлов описывает очень хорошее окружение и возможность оказаться среди очень-очень подходящих своих людей. Может быть, как раз вот в той же командировке. То есть вот такой сценарий карты вам предлагают. Это вот такой сценарий карты вам предлагают. Неожиданное предложение. Возможно, кстати, связанное с дорогой и с переездом. Ну, по крайней мере, если это предложение о новой работе или новом бизнесе, то чаще всего меняется и география, да, меняется локация. Иногда и сильно. Это другой город или другая страна. Ну что ж, прекрасно, карта советует радоваться и наслаждаться, и бросаться, и соглашаться, потому что аж карта колесница дополняет для вас расклад. То есть это не просто срочное какое-то скорое везение такое, от которого до потолка хочется прыгать, но это еще и какая-то очевидная победа. И снова колесница, снова колеса, снова дорога. То есть смотрите, у рака тема работы и бизнеса с дорогами связана. Ну, по-разному. Может быть, вы свой магазин или ресторан, или свой офис будете перевозить в другое помещение получше, надеюсь, попросторнее, посветлее. Это может быть компания ваша куда-то сама переезжает или отправляет вас в другой офис, например, в другой город. Во всех случаях здесь присутствуют три составляющие, как мне кажется, счастливые, которые все должны ждать. Это скорость, ничего, никакой инертности, ничего затянутого. То есть здесь не только вы должны быстро на все соглашаться и быстро принимать решения, тут еще и люди вокруг. И как будто бы ангелы и сама Вселенная быстро принимают решения. Например, если вы ищете новую работу, то вы вот сегодня сходили на собеседование, действительно, а завтра уже вас туда зовут. То есть все развивается как на ускоренной перемотке, знаете, в вашей жизни. Вот. И во всем чувствуется такой привкус победы. Вы победитель. То есть все, что произойдет с вами на работе или в бизнесе, по крайней мере в апреле, всем этим вы будете гордиться. Бить себя в грудь будете, приходя домой. Хвастаться. А может, и внукам потом расскажете, а может быть, и в мемуарах даже опишите. Мы с вами сейчас такое время переживаем. Живем на страницах учебника истории, понимаете, да? То есть, в принципе, мемуары будет нам о чем писать.
Ну, все советы раздала, предсказания, надеюсь, тоже описала понятно. Дальше деньги. Ну, когда так сильно меняется работа и бизнес, то, наверное, неизбежно что-то с деньгами должно происходить. Хотя не обязательно. Не обязательно, потому что деньги могут отставать. Потому что деньги более инертная история, да? Рак и деньги в апреле. Раз, два, три. На тему денег выступают для вас королева Пентаклей, собственно, денежная, восьмерка кубков, печальная, и карта умеренность. Весь набор суммарно, я бы сказала, хорош. Но начну с плохих новостей. Восьмерка кубков здесь есть. Восьмерка кубков, карта грустных прощений. Она говорит, что неизбежно от чего-то грустно придется отказаться в этом месяце. От своих каких-то денег или от своего денежного плана. От какой-то ставки, знаете, от какого-то своего финансового проекта. Чем быстрее вы осознаете нереальность, эфемерность этих ваших финансовых планов, тем, соответственно, для вас это будет лучше. Тем более вас это подстрахует и избавит от разочарований на будущее. Ну, что может обещать восьмерка кубков? Неприбыльность определенного проекта, невозвращенный долг, который тоже давно пора простить и забыть, несостоявшуюся сделку, которую вы, может быть, как раз на апрель планировали, и много чего еще. Карта настроенческая, она описывает вас, это вы, вот этот вот персонаж, спинку которого мы здесь наблюдаем, это вы. И вы уходите, и вам кажется, что уходите насовсем, не вовремя, и что вы этого не заслужили. Вот поэтому карта грустная. Но смотрите, я ее переворачиваю. Хорошо, что у нас эта колода в руках. И что мы видим? Что вы уходите-то из плохого места. Отказываете от плана, но от плохого плана, ненужного. Видите, как там темно было и сыро, дождь и какие-то руины. А вы через вот эту вот, видите, калиточку, через этот портал, ну да, через страдания и сожаления, но вы выходите на какое-то чистое, светлое место. Мы же видим, да, видите, вот, ну, как бы проекцию, географию, понимаете, да? То есть вы идете туда, где светло и сухо для вас. Так что все это очень хорошо. Вот. А королева Пентаклей рядом. Ну, вообще-то денежная карта. Королева Пентаклей говорит про доходы, про какую-то уверенность в деньгах. Во-первых, она говорит о том, что деньги будут. То есть вот такие крупные пентакли, ну, в целом описывают денежные суммы, которые есть. Там уж они приходят, уходят, как вы ими распоряжаетесь, неважно. Самое главное, что они есть. И у вас есть возможность их потрогать, посчитать и оценить собственные финансовые перспективы. Королева Пентаклей может описывать, конечно, и деньги, ну, вот такие вот приходящие. Это крупная выплата какая-то для вас на работе, премия. А может быть, эти ваши сбережения, распорядиться которыми как раз пришло время, а может быть, только что возможность у вас появилась ими распорядиться. Может, это был какой-то срочный вклад. Вот. Поэтому в целом все достаточно неплохо. Единственное, что восьмерку кубков мы все очень плохо переживаем. Сколько нам не говори, уж сколько раз твердили миру, да, но все равно здесь, знаете, какое-то... Когда мы отказываемся от планов, неизбежно нам кажется, что Вселенная несправедлива к нам, именно нас наказывает. На самом деле не наказывает, помогает, и мы еще раз, лишний раз убеждаемся
потому что это все очень-очень хорошо, по крайней мере, это по судьбе. Потому что здесь есть карта умеренность. Карта умеренности описывает всякие долгосрочные проекты. Она говорит, что все, что вы начнете в апреле, связанное с деньгами, новую ли работу, новый ли бизнес, все это будет такое доброе для вас, какое-то такое надолго. Здесь какое-то воплощение пути, начало нового денежного пути, можно так сказать, начало нового финансового, ну что ли, большого отрезка вашей жизни. То есть вы отказываетесь от одного, соглашаетесь на другое, и вот это другое, на что вы согласились, в основном это работа, наверное, для большинства все-таки деньги от работы приходят. И вот это вот приходящее, что ли, взамен старого, будет лучше для вас, будет хорошо, а самое главное, очень-очень надолго. Поэтому не сожалейте, похоже, что здесь все высшие силы скопом на вашей стороне. Дальше любовь. Естественно, апрель очень романтичный месяц, романтический. Я всем в этот раз рекомендую вспомнить замечательную песню Булата Акуджавы. Булата Акуджавы. Я дежурный по апрелю. Если не слышали, послушать. Она очень настроенческая, она очень задает настроение. Ну вот как надо относиться к апрелю. Апрель особенный месяц. Какой-то такой, когда сильнее всего меняется погода. И меняется одежда, да, в начало апреля мы можем вполне и в шубе открыть. Ну, я так всегда так делаю. Вот. А в конце апреля, 30 апреля, например, кстати, 1 апреля, первое новолуние, получается, вы в шубе выходите, а 30 апреля во второе новолуние месяца вы выходите уже в шортах. Обязательно так это бывает. Любовь. Задавайте ваши вопросы про любовь, что вы хотите. Новое знакомство или, может, продолжение старого. Счастливый брак или наоборот, чтобы не было скучно, чтобы все менялось и много женихов у вас было. То и другое хорошо. 3 карты на любовь, раку. 1, 2, 3. Про любовь вам расскажут 6 жезлов. Победная. 7 жезлов. Хлопотная. И догадайтесь, конечно, 5 жезлов. Спорная. Действительно, карты подряд, но это не потому, что колода новая, они перемешаны. Вы видели, что это все, ну так, значит, случилось по судьбе. Много разных вещей. Карты одной масти. Начнем с того, что раку достались на тему любовь все 3 карты масти жезлов. Масть — это очень-очень активная деятельность. Поэтому первый тезис для вас или первый совет: будьте активны, деятельны. Менее это романтические карты. Здесь мало очень романтики. Здесь очень мало, может быть, признаний и разговоров о любви. Здесь даже мало чувства. Жезлы не описывают чувства. Они описывают события, действия и страсть. Страсть, кстати, к чувствам не относится, если что. Ну, с точки зрения Таро, да, или с точки зрения там, астрологии. Вот. 5. Нет. Первая, значит. Первая у нас будет 6 жезлов. Победная. Видите, вот здесь вот у нас герой на карте под аплодисменты шествует. И даже его чем-то таким обсыпают. Ну, чем-то обсыпают, типа конфетти, что ли, какое-то. Потому что он проходит через какой-то почетный строй. А 6 жезлов говорит, что ну, победа вас ждет в любви. А победы разные бывают. Вот из соседства, вот из этих соседних карт, вот из всей этой троицы, получается, что вас ждет победа очень конкретная. Над одним конкретным человеком. Победа над одним конкретным соперником. Ну или соперницей. То есть это прямо вот такой спор, некая борьба, в которой вы одержите верх, победу. Но на самом деле чаще конкуренты в любви или враги любовной истории — это не соперники, не соперницы.
Это вы сами, ваши собственные комплексы или равнодушие вашего партнера. Вот с шестеркой жезлов мы понимаем, что вы все это преодолеете и будете бить себя в грудь и говорить, что вот никто не верил, а у меня получилось, и я лучше всех, например. Вот. Какой-то победоносный путь. А еще шестерка жезлов придает некий, ну знаете, привкус трофейности, любви и партнерства. Да? То есть вас ждут отношения или ну да, знакомство, в общем, как партнерство с человеком, которым вы будете очень-очень гордиться. Будете говорить, вот мне-то какой достался или какая. А далее семерка жезлов выпадает. Ну вообще, вот когда они вместе, пятерка и семерка, они говорят про одно и то же. Конкуренция и соревнование. Если вы присмотритесь к иллюстрации, да, мы видим, что на семерке жезлов вы размахиваете жезлом, а вам кто-то противостоит, то есть вы кого-то неочевидного или незаметного побеждаете. И на пятерке жезлов тоже люди схлестнулись, сцепились. Все равно карты продвигают только идею конкуренции для вас. Для кого-то она воплотится в ревности буквально. Причем эта ревность такая очень воплощенная. Это не чувство, это не ревность, которая, ну, где-то вы там плачете в уголке, тайные там слезы в подушку. Нет, это сцены ревности. Не ссоры, но претензии могут быть. Явно за ваше сердце или за ваше внимание бьются какие-то люди. Ну, в хорошем смысле, я думаю, то есть конкурируют, каждый старается себя показать с выгодной, с какой-то лучшей стороны. Ну, это хорошие новости для одиноких женщин раков, например. Да? То есть вы видите, что пользуетесь бешеным успехом каким-то. А если вы не одиноки, если спрашиваете уже про судьбу какой-то длящейся истории, которая имеет место, то она вот такая. Карты как будто бы вам советуют конкурентные обязательства взять на себя, вступить в некий спор за любовь. То есть это отстаивание вашего права на любовь просто. Или отстаивание права на ваши отношения с данным конкретным человеком. Это необходимость с кем-то прямо в открытую поспорить. Мне кажется, это интересно. Это не совсем рачья история, то есть это масть, и эти карты, они какие-то немножко противодействующие или альтернативные для вашего знака. Но иногда бывает полезно не быть собой. Поэтому да, карты обещают все-все-все, и новые знакомства, кстати, возможно, множественные, и тоже такие, знаете, знакомства, в которых все на показ, знакомства, в которых всего много. Много ли там чувств, мы тут не знаем, может быть, их и нет вообще пока, но это может быть знакомство и новая история, затеянная просто из гордости или из тщеславия. Ну, знаете, там какой-нибудь первый парень на деревне, может, он вам и не нужен вовсе, но он же первый, чтобы другим не достался, надо отхватить. Да? Самый завидный жених на потоке. Вот. Или в офисе вашем. Деятельные, активные карты. Какие перспективы от этих знакомств или от этой борьбы, мы тут не знаем. То есть карты не говорят, долго или коротко. Здесь надо находиться в моменте. Здесь интересен более, наверное, с такими картами процесс. Интересны события и успехи каждого дня для вас. Карты призывают вас к любви относиться, знаете как? Ну, к любви по-разному можно относиться, по-разному себя можно вести, да? Азартно относиться, азартно. И тогда апрель, ну, что-то для вас воплотит. О глубине чувств здесь тоже ничего нету. Будьте деятельны. А чувства, может быть, прояснятся уже к маю. Ну и, наконец, семейные домашние дела. Ваш дом, квартира, недвижимость и родственники. Приватная, частная жизнь у рака. 3 карты. 1, 2, 3.
Что мы видим здесь? Десятка кубков изобильная, четверка мечей болезненная и карта Иерофант. В сумме прогноз, я думаю, достаточно нейтральный. Десятка кубков вам выпадает. И это самое главное. Она говорит, что в семье, ну, в части отношений будет все очень-очень хорошо. Десятка кубков описывает любящую семью и очень благополучное окружение. Она говорит, что родственники будут здоровы, что у вас будут здоровые отношения. Она говорит, что и бюджет-то семейный, скорее всего, будет в порядке, потому что десятка кубков описывает, ну вот, знаете, разные изобилия. Изобилие и родственных чувств, и праздников, кстати, и изобилие средств в семейном бюджете. То есть такой до полной чаши. Примерно вот такая история. Десятка кубков – это и возможность помириться, и возможность расширить семью, кого-то пригласить к себе в семью, чтобы больше стало народу. Это всегда интереснее. Четверка мечей сообщает о чьей-то болезни, не сильной, но такой, которую вы заметите, потому что она на что-то повлияет, отложит какие-то планы. Ну и пусть. Назначение четверки мечей уговорить вас не торопить события. То есть если у вас из-за чьей-то болезни или ну просто по техническим каким-то причинам отложатся жилищные, там, бытовые планы, перемены, то так тому и быть. Это значит, что судьба вас пока придерживает, не пускает ринуться сильно в бой. И карта Иерофант, с одной стороны, здесь, конечно, какой-то он несимпатичный с обеих сторон. Карта Иерофант, с одной стороны, карта фигурная, она дает какую-то персонифицированную мужскую энергию. Обратите внимание на вашего родственника, старшего какого-то, возможно, самый старший мужчина в семье. А с другой стороны, ну, все крутится вокруг него, или все из-за него, может быть, болезнь как раз его. Вот. А с другой стороны, карта сообщает определенную гармонию вашим домашним делам и определенный покой. Она говорит, что о семье, семейном будущем, о доме придется думать. И не просто так, знаете, походя, например, распределять семейный бюджет, а думать, ну, в высоком смысле, используя совесть, дух, опыт какой-то свой. То есть какие-то ответственные, взрослые, возможно, непростые решения придется принимать, связанные с домом, с местом жительства или с вашими родственниками. А карта Жрец, и она всегда, знаете, перед вопрошающим ставит такой вопрос, карта Жрец. Найди на ней, что называется, себя. Но здесь вот не нарисовали, а вообще в классическом Таро, помимо Жреца, на этой карте есть еще двое учеников. И всегда идет такая дилемма. Либо ты жрец и распоряжаешься всем сам, и еще других учишь, как поступить. Либо ты ученик, и тогда обращаешься к авторитетному мнению другого человека. И это тоже совет такой для рака. Если вы зайдете в тупик, решая ваши семейные, домашние дела, какими бы они ни были, бытовые или, может быть, про эмоции, про чувства, совсем не сможете справиться. Вот, где-то есть очень мудрый человек, который сможет вас в этих спорах с собой направить, сможет что-то рассудить. Ну что ж, дорогие раки, я вам еще раз желаю максимально успешного апреля, а мы с вами еще увидимся.